Всем привет! В этом уроке давайте сделаем вывод даты создания нашей идеи. Давайте приступим. Так, вот у нас страничка с самой идеей. Вот у нас endpoint, который возвращает саму идею. Мы здесь выводим все поля, которые у нас есть в идее. И в идее у нас лежит следующее, и мы видим, что created at — это некоторая дата. И мы здесь ее возвращаем в объекте с ключом idea. Смотрим на фронт и посмотрим на нашу идею здесь. Как мы видим, тот же самый объект, единственное, что created@, нам возвращается строкой, потому что когда мы эту идею превращали в JSON при передаче с бэкэнда на фронт, даты там действительно превращаются в строку. И мне это не очень нравится, и мы в этом уроке с этим разберемся так, чтобы все-таки там возвращалась реально дата. Но давайте пока что просто наметим место, где мы будем эту дату выводить. Так, я предлагаю прямо над текстом создать div с класснеймом created@, и в этом div мы выведем саму дату. Будет вот так вот: created@, двоеточие и дата. data.id.created@. Так, и давайте добавим сразу стили. Ну, тут совсем немножко. created@. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данный момент. Вот у нас created@, и вот в таком формате у нас там лежит строка. Вот это формат так называемый ISO, а Z значит то, что это в таймзоне GMT плюс 0. Хорошо. Теперь нам бы вывести ее как-нибудь красиво. Давайте к этому приступим. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно установить во фронтенд библиотеку, которая называется DateFence. DateFence — это вот у нас есть ладаш, да, это набор всяких функций полезных для использования в JavaScript. А DateFNS — это набор всяких функций для работы с датами. Вот в том числе там есть и форматирование, а также модификация дат, добавить какое-то время, вычесть какое-то время. Мы еще не раз эту библиотеку используем во время этого курса. У DateFNS есть альтернативы, там устаревший Moment.js, более новый Luxon, но я рекомендую использовать именно DateFNS, потому что он самый такой функционально ориентированный, и мне это очень нравится. Хорошо. Устанавливаем. И пока что потихонечку начинаем его применять. Так, нужно его импортировать. Импортировали функцию формат из DateFNS. Функция формат нам нужна для того, чтобы форматировать дату в любом, каком нам надо формате. В документации можно посмотреть все способы. Я сейчас покажу один из. Мы вызываем функцию формат и передаем вторым аргументом тот формат, в котором нам нужно вывести. Ну вот, пускай у нас будет такой формат. Сначала год. Это все предзаданные значения, они указаны в документации DateFNS, можете там посмотреть. И вот так вот. На что он ругается? Что аргумент типа string не подходит для поля формата number или date. То есть он ожидает либо какой-то timestamp, либо саму дату. Ну, мы здесь можем сделать следующее. New date и здесь преобразовать. Вот, будет вот так. Давайте посмотрим, что получилось сейчас. Так, новая дата. Ну вот, он уже выводит нормально. То есть 2023 год, 9 месяц, 13 число. И на самом деле это то, что мы и хотели. Единственное, что мне не нравится, что нам приходится самим вызывать вот это вот new date, хотя мы реально ожидаем, что здесь придет дата. И давайте мы с этим тоже разберемся. Для этого в TRPC, у нас же TRPC отвечает за общение клиента и сервера, поэтому в TRPC есть решение для того, чтобы как раз преобразовывать некоторые такие данные сразу в их исходный вид при передаче с бэкэнда на фронтенд. Для этого используется библиотечка SuperJSON. npm-b install SuperJSON. Так он называется правильно, да? Да, SuperJSON. Угу. Ее надо установить во фронтенд, и ее надо установить в бэкэнд. И, соответственно, добавить ее в наш TRPC. Так, это вообще мусорный файл. Его надо будет удалить. Угу.
Хорошо, мы потом этим займемся. Так, и здесь еще есть у нас... Где у нас TRPC изначально? Вот TRPC клиентский. И вот TRPC бэкэндовский. Так, мы уже установили в бэкэнд, теперь надо еще и во фронтенд установить. Супер JSON. Так, в оба пакета их установили, и теперь давайте применять. Так, как нам на бэкэнде это применить? Нам вот здесь нужно указать трансформер. Трансформер супер JSON. Да. Так, его еще надо импортировать. Сам он не подсказывает, как. Ну, хорошо. Импорт супер JSON. Хорошо, сюда передали. И теперь похожую процедуру нужно выполнить в клиентском TRPC. Вот он у нас уже ругается, что мы здесь трансформер не указали, потому что он умный. Так, и здесь тоже его указываем. Трансформер, двоеточие, супер JSON. И точно так же его импортируем и на фронте. Импортировали. Так, хорошо. И теперь посмотрим, в каком формате нам возвращается идея. То есть сейчас мы на нее наводим и видим, что у нас типы не обновились. Перезагружаем сервер TypeScript. Помните, я вам показывал вот это вот... Ой. TypeScript. Вот, Restart Test сервер. Это сервер не наш сервер, который бэкэнд перезапускается. Это в самом редакторе кода есть сервер TypeScript, который отвечает за его работу. Так, смотрим на идею. Что-то тут им не нравится. Давайте проверим наши типы. Возможно, мы увидим ошибку. PNPM types. Ага. Так, видимо, мы какую-то небольшую ошибочку допустили. Супер JSON. В чем здесь может быть проблема? Вроде нормально импортировали. Еще раз перезагрузим сервер. rpc.ts. Ну, погодите. Что-то здесь не так. У нас бэкэнд. Почему у нас вообще так это все устроено? Так странно, почему-то весь код сюда перепрыгнул. Давайте еще раз сохраним. Угу. npm types. Угу. Хорошо. Так, теперь типы работают. И на фронтенде... Не знаю, что произошло. Походу, я когда код вставлял, случайно заменил здесь все файлы. Странно. Ладно. Так, и теперь смотрим на идею. И у нас created at — это уже date. Вот что и требовалось. И теперь вот эта вот конструкция, она избыточна. Потому что у нас в created at уже лежит дата. Сохраняем. Проверяем. И код работает. Все, отлично. Мы научились выводить даты, форматировать их и получать их в бэкэнде в формате самой даты. Спасибо. Поехали дальше.